Иногда случается так, что желанная беременность, несмотря на все усилия, все же не наступает. Врачи разводят руками, анализы в порядке, органы в порядке, с общим здоровьем у супругов все в полном порядке. В современном мире такую ситуацию называют психологическое бесплодие или психогенное. В этом видео я расскажу, что это такое, почему это происходит и как правильно решать эту проблему. Что же такое психологическое бесплодие? В шапке моего канала «Осознанное здоровье» с Павлом Сапего написано: все болезни от нервов. И современные исследования доказывают, что это правда. Да-да, это правда. Многие болезни со здоровьем имеют под собой вовсе не физические, а психологические причины. Здравствуйте, меня зовут Павел Сапего. Я врач-невролог, остеопат, психотерапевт. Помогаю справиться со многими проблемами в душевном здоровье человека. И в этом видео я расскажу о психологических причинах долгого ненаступления беременности у женщин и немного о мужском бесплодии. Болезнь тела – это уже материализованная внутренняя психологическая боль, чаще всего, которая нами вообще не осознается. Многие из вас слышали такое слово, как психосоматика. Это когда психологическая боль, возможно, душевная, неосознаваемая боль, запрятанная в глубине души, отражается болью тела. Все наши страхи, стрессы, ошибки мышления, переживания, фобии, комплексы, токсичные мысли – все это на самом деле оказывает непосредственное влияние на работу не только конкретных органов, но и всего организма в целом. Психологическим бесплодием можно назвать ситуацию, когда физически здоровая женщина хочет ребенка, однако подсознательно оказывается не готовой к этому. И этот конфликт сознания с подсознанием не дает беременности случиться. А если она и случается, то чаще всего заканчивается раньше времени, оставляя после себя депрессию, нежелание жить, отчаяние, уныние, тоску. Можно сказать, когда-то давно или не очень давно женщина неосознанно сама себя загипнотизировала и выбрала именно такую стратегию поведения и мышления. Она ее выбрала, чтобы выжить. Давайте разберемся в причинах. Почему, когда женщина и мужчины здоровы, а беременность не наступает? Причина 1. Детский опыт. Очень часто причины психологического бесплодия начинаются в детстве. Если девочка когда-то услышала историю о женщине, умершей при родах, или слышала, как окружающие постоянно причитали: «Если бы не ребенок, я бы построила карьеру, если бы не ребенок, я бы вышла замуж, была бы богаче, счастливее» и все остальное из этой оперы, то девочка, слыша это на подсознательном уровне, она начинает связывать рождение ребенка с чередой неприятностей и личными проблемами. И неосознанно эта маленькая девочка выбирает такую стратегию жизни, мыслей, действий, поступков, чтобы оградить саму себя от печального опыта других женщин. То есть маленькая девочка, которая стала взрослой женщиной, просто боится беременности, боится отношений, боится мужчин, наконец. Сколько женщин, столько и ситуаций. Вот такой случай, например. Когда девочка замечает, что с каждым поколением в их роду становится все меньше и меньше детей. Например, у прабабушки было 3, у бабушки 2, у мамы только она одна. И у нее появляются мысли, что на ней цепочка непременно замкнется, и у нее не будет детей. А подсознание, наш друг и помощник, помогает. Но раз не будет, значит не будет. Вывод. Не думайте о себе как о бесплодной. Заменяйте негативные мысли позитивными. Живите осознанно. Мой канал вам для этого в помощь. Вторая причина. Называется она
Угроза внешности и здоровью. Психологическое бесплодие очень часто встречается у женщин, которые думают, что беременность – это угроза внешности и их физическому и эмоциональному здоровью. И даже если подобные убеждения были когда-то давно, в юности, а в настоящее время женщина воспринимает рождение ребенка совсем по-другому, процесс психической защиты организма, запущенный много лет назад подсознанием, не так-то легко остановить. Все находится в мыслях. Понимаете? Ограничивающие убеждения, когда-то давно укоренившиеся в сознании и сейчас неосознаваемые, но влияющие на вашу жизнь, оберегают женщину от наступления беременности. Потому что когда-то она сама себя убедила, что это плохо для здоровья, и забыла об этом. Но программа-то работает. Но вы не волнуйтесь, потому что с этим можно и нужно очень хорошо и успешно работать. Расслабьтесь. Причина 3. Инфантильность. Когда-то причиной, по которой женщина никак не может зачать ребенка, является ее инфантильность. Ей кажется, что родить малыша будет здорово. Однако на психологическом уровне она сама еще не выросла. Понимаете? Здорово будет родить. Психологически она использует детские стратегии жизни и детские стратегии для получения желаемого. Подсознание диктует телу, что девушка еще не готова к ответственности за ребенка. Она незрелая и не может справиться с трудностями. С трудностями, которые связаны с появлением на свет ребенка, с воспитанием его. А дальше подсознание начинает защищать ее от этого, защищать от наступления беременности. Какой вывод здесь? Как вы думаете? Ну, наверное, нужно взрослеть. Правильно? Или нет? Причина 4. Стремление состояться профессионально. Одна из очень распространенных причин психологического бесплодия – это когда женщина стремится во что бы то ни стало построить свою карьеру. И когда она ставит на первое место собственную работу, со временем у нее в подсознании начинают конфликтовать два противоположных желания. Хочется и в профессиональном плане состояться, ну и вроде бы уже и возраст поджимает. Ну и в то же самое время, когда возраст поджимает, хочется завести ребенка. И в итоге страх уйти из профессиональной жизни, остаться на какое-то время без доходов, блокирует на уровне гипоталама, гипофизарной системы все ее возможности зачатия, все попытки. От бесплодных усилий женщина впадает в депрессию, а это еще больше усугубляет ситуацию. И получается замкнутый круг. В этом случае поможет только психотерапия, особенно эмпирически доказанная психотерапия принятия и ответственности. Причина 5. Неправильные установки родителей. Многие современные родители, оберегая своих подрастающих дочерей, внушают им мысль о том, что в 18, 20 и 25, возможно, рожать еще рано. Сначала нужно получить образование, найти работу, нагуляться, то бишь иметь кучу беспорядочных половых связей, в народе это натрахаться называется, а дальше выйти замуж, а уже потом детьми обзаводиться, понимаете? И в итоге девушки, начиная беспорядочную половую жизнь в 15-16 лет, иногда в 14, испытывают патологический страх перед беременностью. Они боятся расстроить родителей, они просто боятся. Боятся не оправдать их ожидания, они боятся беременности хуже огня. И по рекомендациям продавцов таблеток в поликлиниках они начинают принимать гормональные контрацептивы. То есть заниматься уничтожением своей плодности, уничтожением женственности, уничтожением своего здоровья. При этом они имеют кучу воспалений придатков, кучу других воспалительных заболеваний органов малого таза и тканей в малом тазу. Проходят годы, девушки выходят замуж, а детей все нет и нет.
поскольку на подсознательном уровне все еще действует та самая родительская установка, следуя которой у девушки может наблюдаться непроходимость труб. За время жизни есть разные резекции яичников и прочее. И что самое главное, она никогда не свяжет все это с психологической причиной всех своих проблем в жизни. Потому что нужно признать, я была не права. Дальше окружающие начинают интересоваться, а когда же ждать ребеночка? Пополнение когда будет у вас? Женщина начинает нервничать из-за того, что ничего не получается, начинает накручивать себя, а потом начинает лечить несуществующую болезнь. И в итоге ее нервозность переходит в генерализованное тревожное расстройство, а потом депрессию. Дальше начинается детородная лихорадка, что еще больше питает психологическое бесплодие. И рано или поздно от такого лечения она получает или истощение яичников, или другую патологию, когда надо удалять полностью все органы. А всего-то надо было поработать со своими мыслями и убеждениями, принять и отпустить. Причина 6. Игра в бесплодие. Бывают женщины, которые на подсознательном уровне испытывают какой-либо страх перед беременностью. Порой они этим сами еще больше усугубляют ситуацию. Например, получив на приеме у гинеколога какой-либо диагноз, а потом рецепт, и диагноз, который чаще всего не требует медикаментозного лечения и не является серьезной причиной для бесплодия, они начинают считать, что не имеют детей лишь из-за него. Начинают пить гормоны и тем самым настраивают себя на то, что у них никогда ничего не получится. Хуже того, они начинают ложиться на операции. Бывает и такое, что на подсознательном уровне женщина сама выбирает партнера, от которого не может забеременеть. В такие игры иногда играют семейные пары. Если оба супруга на подсознательном уровне не хотят детей, то они в благоприятные для зачатия дни начинают ссориться, заболевают, уезжают в командировку, одним словом, делают все возможное для того, чтобы беременность не наступила. Внешне кажется, что они страдают из-за того, что ничего не выходит. Однако истинной их целью является желание получить право жить. Право, которое, как они подсознательно считают, ребенок у них заберет. Поэтому, страдая от бесплодия, они получают некие свои вторичные выгоды от этого. Что делать? Повышать свою осознанность. И все. Причина 7. Мужское психологическое бесплодие. Это явление может встречаться и у мужчин. Если у женщины нет никаких внутренних конфликтов, мешающих зачатию, а беременность все не наступает, то причина может скрываться в бессознательном опыте ее мужа. В организме мужчин по тем же самым причинам, что и у женщин, негативный опыт, желание сделать карьеру, уверенность, что появление ребенка повернет их жизнь в не лучшую сторону, то из-за этих препятствий, из-за этих психологических установок запускается защитная реакция подсознания, которая на физическом уровне приводит к выработке антител к собственным сперматозоидам. Значит, уменьшается их подвижность и ухудшается качество спермы. Плюс гиподинамия. Как преодолеть это психологическое бесплодие и все остальное с этим связано? Психологическое бесплодие – это, согласитесь, очень серьезная проблема. И часто без помощи врача-психотерапевта с ней не справиться. Кстати, когда на моем канале вы оформите спонсорство, то будете получать эксклюзивные материалы, которых нет в открытом доступе. И прямо сейчас, после просмотра, вы можете получить доступ к урокам бесплодия. Это такой, я записал для вас маленький мини-курс, который поможет вам расслабиться,
и принять это состояние. А это значит, вы сможете его отпустить. Многие женщины, прослушав эти маленькие уроки, через некоторое время беременели и рожали здоровых детей. Поэтому проходите и оформляйте спонсорство. Если у вас есть мысли, что причина невозможности забеременеть лежит на подсознательном уровне, нужно обратиться к грамотному психотерапевту, который вместе с вами поможет привести в порядок все ваши убеждения, все ваши дисфункциональные мысли и всю вашу жизнь. Поможет найти причины вашей временной беды, поможет проработать давний травмирующий опыт и переживания. И что самое главное, настроит ваше тело и сознание на принятие беременности. Однако иногда женщины успешно справляются с этой ситуацией сами. Такое случается, например, когда пара, отчаявшись забеременеть и родить, усыновляет ребенка. И через какое-то время у них появляется долгожданный первенец. Или что бывает чаще, когда женщина принимает ситуацию и просто расслабляется. Через некоторое время она беременеет. Это объясняется тем, что когда мужчина и женщина позволяют себе расслабиться, снимается внутреннее напряжение, и они отходят от этой детородной лихорадки, отходят от этого стресса в попытках зачатия и приходят к пониманию, что дети зачинаются не в пытках самой себя и супруга, а дети зачинаются в любви мужчины и женщины. Ребенок – это продукт любви, запомните это. Любви к самой себе, к миру вокруг, к мужу. Любовь – это позитив, а не страдания и болезни. Понимаете меня? Именно тогда внутренние конфликты решаются сами собой. И в итоге тело женщины соглашается на беременность. И мозг сразу же активирует парасимпатическую нервную систему, которая благоприятно воздействует на всю нервную систему, в частности, на гипофиз и гипоталамус. И тогда запускается инстинкт размножения. Хочу дополнить, что особую роль в нормальной физиологии играет мозг, особенно гипоталамус и гипофиз, которые не только выделяют ряд гормонов, но и во многом контролируют всю гормональную систему организма. Их работа зависит от вашего психологического состояния. Многие акушеры-гинекологи, работая с бесплодными парами, в некоторых случаях направляют пациенток ко мне. Необходимость в этом возникает, когда с гинекологической точки зрения женщина здорова, но есть психологические внутренние конфликты, которые приводят к тому, что у женщины не наступает беременность более 2 лет при регулярной половой жизни. Не все пациентки реагируют на это адекватно, и не все признают наличие психологической составляющей бесплодия и их проблем со здоровьем тела. Многие просто не верят в психологические причины болезней, психологические причины проблем в жизни и бесплодия. К сожалению, они не правы, но пока не знают об этом. И можно сказать, это хорошо. Напоследок я вам скажу, психика и тело взаимно влияют друг на друга. Когда на уровне психики есть причины, подавляющие детородную функцию, то это обязательно отражается в теле. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, то обращайтесь к хорошему специалисту. И вы сможете повлиять на те причины, которые подавляют возможность появления ребенка. Благодарю, что посмотрели до конца это интересное видео. А вы верите, что подсознание может играть с нами вот в такие интересные игры? Верите в это? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А возможно, у вас был подобный случай, и вы забеременели? Расскажите об этом. Это будет очень важно и для меня, и для других женщин. Я желаю вам счастья и реализации своей мечты уже в этом году.